Болезнь Альцгеймера, потеря памяти, или деменция, как ее еще называют, или старческое слабоумие. Болезнь 21 века. Всемирная организация здравоохранения признала болезнь Альцгеймера именно болезнью 21 века. Ориентировочно порядка 50 миллионов заболевших. Это общее количество, которое достигло к 2020 году. По прогнозам ВОЗ, это количество, возможно, утроится к 2050 году. Вообще, деменция – это такое общее понятие. Деменция – это потеря памяти. Но деменция бывает разная. Она бывает сосудистой или, вот как пример с болезнью Альцгеймера, это в результате атрофии клеток мозга, то есть изменение структуры самой мозговой ткани. Если в случае с сосудистой деменцией, а сосудистая деменция, она может быть, как результат, то, что мы называем инсультами, кровоизлияниями, отчасти болезнь Паркинсона, вот такими состояниями. У сосудистой деменции более положительный прогноз, то если выставлен диагноз болезнь Альцгеймера, нужно понимать, что назад дороги нет. Почему я решила снять серию видео о болезни Альцгеймера? Дело в том, что меня жизнь, судьба столкнула с этой болезнью не только понаслышке или в практике. Я фельдшер, лечебная практика – это часть моей жизни. И множество больных, которые, можно сказать, прошли через мои руки, в том числе и лица со старческим слабоумием. Это все было не в счет, когда меня судьба лично столкнула с этой болезнью. У меня болела мама, и мы с ней прошли все этапы от начала и до конца. Я долго не могла поверить, что у мамы именно Альцгеймер. Я думала, что это особенности характера. Я искала причины в том, что это возрастные изменения и скоро все пройдет. Но тем не менее, когда уже появились конкретные симптомы, которые выражались не только в забывчивости, я поняла, что нужна консультация специалиста. Дело в том, что болезнь Альцгеймера лечат психиатры. И это одна из причин, по которой часто люди обращаются слишком поздно. Как это я пойду к психиатру? Я что, сумасшедший? Вот так чаще всего мы рассуждаем и теряем время. И это моя первая ошибка. За лет 5 до того, как мама заболела и был выставлен диагноз, она мне жаловалась: Женя, я все забываю. Внешне это не проявлялось никак. Мама была абсолютно нормальным человеком. Она все прекрасно помнила. У нее не было нарушений речи, у нее не было нарушений выполнения гигиенических процедур. То есть не было вообще никаких предпосылок. Была только одна, которую чувствовала только она. И вот это время, которое называется преддеменция, это время, золотое время. Его очень важно суметь задержать и обратиться вовремя к специалисту. Потому что чаще всего мы обращаемся тогда, когда уже поезд ушел. И что-либо кардинально изменить невозможно. Существует один момент, когда человек чувствует, что у него проблемы с памятью. Он идет к терапевту, к неврологу. Да, ему назначается лечение, существует несколько схем, очень много препаратов сейчас. Но вся беда в том, что лечит эту болезнь только психиатр. Важно понимать,
Если вы сами чувствуете за собой какие-то изменения в памяти, как, к примеру, проснувшись утром, вы не можете понять, где вы находитесь, ни местоположение, или вы не можете вспомнить, кто вы есть, пусть на какой-то короткий момент, но вы чувствуете своеобразную полную прострацию и непонимание, где вы, что с вами и кто вы, то это очень серьезный первый звоночек к тому, чтобы обратиться именно к психиатру. Сейчас очень много препаратов, которые способны реально задержать эту болезнь, и если меры будут приняты вовремя, то значит и она не разовьется до таких вот уже масштабных, глобальных величин. Мы все иногда что-нибудь забываем. Человеку свойственно выполнять какие-то функции машинально и не фиксировать свои действия в памяти. К примеру, вот где эта квитанция, черт возьми, только тут лежала и куда она подевалась. Или где я забыл свой зонт или свои перчатки, куда положил ключи. Это все варианты, когда мы машинально что-то выполняем, какие-то действия, функции и не фиксируем в своей памяти. В отличие от таких банальной такой забывчивости, болезнь Альцгеймера начинается с апатии. Это не просто потеря интереса к жизни, а это постепенное угасание интеллекта и жизни вообще. Если в случае с банальной забывчивостью человеку достаточно хорошо отдохнуть, выспаться, услышать комплимент какой-нибудь, порадоваться, набраться хороших положительных эмоций, и от хандры и усталости не останется и следа, то когда человек страдает болезнью Альцгеймера, все происходит совсем по-другому. Иногда за несколько лет, я знаю это по моей маме и по другим больным, лицо становится похожим на словно какая-то маска. Маска равнодушия и невозмутимости. Эмоции исчезают из лица. Впоследствии это будет выражаться не только на лице. Лицо чаще всего не эмоционально вообще. Но поначалу это вот если у вас есть, предположим, близкие родственники, знакомые, и вы видите, что несколько поменялся человек, если это еще и происходит на фоне забывчивости или какой-то потери памяти, то это серьезный повод подойти к психиатру. Дело в том, что в самом начале человек еще готов лечиться, обследоваться, посетить врача, что тоже немаловажно. К врачу его надо еще и довести, и пройти обследование. Впоследствии, когда болезнь уже прогрессирует, это сделать намного сложнее, потому что присоединяются моменты агрессии. И уговорить человека на что-то будет гораздо тяжелее. Очень важно уходить вот это время, когда сам человек готов лечиться и понимает, что с ним происходит что-то не то. Но объяснить это рационально он уже не может. Я приглашаю всех на свой канал и надеюсь искренне, что те темы, которые я буду поднимать на канале и озвучивать, они будут полезны для людей. И буду очень благодарна, если будет форма обратной связи от вас, если вы мне напишите, и вы можете задать вопросы, что вас волнует. Возможно, кто-то из вас столкнулся с этой проблемой. Я с удовольствием поделюсь своим опытом личным. Сегодня я решила начать канал на YouTube и попробовать то, что написано у меня на сайте,
попробовать визуализировать вот в таком контенте благодаря YouTube. Я искренне надеюсь, что серия видео о болезни Альцгеймера будут полезны тем, кому за 50, кого интересует здоровый образ жизни и как не заболеть, как максимально себя оградить от этой болезни. Теперь я сама так живу, я тоже в группе риска, поэтому я буду очень благодарна вашим отзывам, вашим комментариям. Те, кто столкнулся с этой проблемой, пожалуйста, пишите мне на электронную почту. Мои контакты будут под видео, а также на моем сайте об авторе. Увидимся.